Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Пришло крупное обновление на Galaxy S22 Ultra, это первое большое обновление с момента выхода его, на 800 с лишним мегабайт, соответственно там произошли определенные фиксы. И также прилетело обновление на Galaxy S21 Ultra, ну и совсем недавно приходило обновление на Galaxy Note 20 Ultra. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, насколько компании Samsung удалось улучшить камеру смартфона своего Galaxy S22 Ultra по сравнению с 21 Ultra и с 20 Note Ultra. На улице, в темноте. Мы с вами посмотрим на огромное количество фотографий днем, ночью, портретики и все остальное. Ну и посмотрим, что же компании Samsung удалось хорошего сделать. Видео будет очень полезным, интересным. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! По традиции я записываю видео вот в таком месте, где есть сзади закат. Потому что именно во время заката мы можем посмотреть, насколько смартфону удается и передний план держать не сильно в темноте, и задний план тоже выдавать хорошо. Ну и вы видите, что в принципе вот с этой задачей сейчас в этом сценарии справляются практически все. Можно, кстати, заметить, что вроде как вот в 21 Ultra вот здесь больше светлых тонов, а у 22 Ultra здесь таких засветов, как у 21 нет. Вот прямо сейчас, да, посмотрите, видите, на 21 здесь засвет, на Note 20 здесь засвет, на Note вообще я очень темный, да. Это такая небольшая дотошность, но это важные моменты, насколько все-таки мы имеем улучшение, да, смартфонов по сравнению с тем, что было раньше. Ну и по традиции я напомню, что если вы хотите приобрести Samsung, в том числе и на Snapdragon, может быть Pixel 6 Pro, понимаю, что сейчас очень непростая ситуация, но все-таки я вас отправляю к своим друзьям компания Цифрус, внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, классные цены, доставка по всей России. Если вот максимально близко подойти, но вы видите, да, что Note все очень темно. Если говорить про 21 Ultra и 22 Ultra, примерно все одинаково, но детализация на 22 Ultra получше. Ну а вот это у нас съемка 4К 60 кадров в секунду. Смотрим на стабилизацию, детализацию и насколько ярко светит солнце. Меня очень удивляет стабилизация на S22 Ultra. Она какая-то не такая, какой должна быть по большому счету. То есть она проигрывает, смотрите, более стабильные на 21 и на Note 20. Солнце примерно одинаково засвечено на всех смартфонах. А вот если поискать детали, обратите внимание на Note, на снег. Посмотрите, на снегу гораздо меньше деталей на Note, чем на Galaxy S21 Ultra и 22 Ultra. Но это 4К 60 кадров в секунду, но уже вечернее время. И здесь, опять же, если посмотреть на дорогу, если посмотреть на снег, то мы можем заметить, насколько деталей больше на 21 и на 22 по сравнению с 20 Ultra. Вот просто смотрите сейчас на снег или посмотрите на асфальт. Видите, насколько меньше деталей на Note 20. То есть в этом смысле Samsung достаточно сильно продвинулся в плане детализации. И еще один интересный момент. В основном люди, которые снимают видео, они на самом деле на детализацию не смотрят. Вот сейчас посмотрите на снег. Вы видите разницу, да? На Note мало деталей, на 21 детали появились, на 22 на снегу вообще очень много деталей. Посмотрите, насколько велика разница. Это круто. Здесь вообще вопросов никаких нету. А это уже съемка на телевички. Трехкратный и на Note пятикратный. Опять же, посмотрите на снег на Note, детали прям очень сильно пропадают по сравнению с 21 и 22. Также можете посмотреть, что у нас немножко разные цвета везде. Снег более синий, более голубой и так далее. Но на Note темноватая картинка получается, особенно вот именно в темных местах. И там, где земля, сейчас деталей вообще очень. А вот что меня смущает, это то, что сейчас на 21 детализация лучше, чем на 22. Понятное дело, Note деталей меньше, но посмотрите, 21 дает деталей на кранах больше, чем на 22. И это как будто бы не так хорошо, как бы хотелось. Вот очень четко видно, что деталей на 22 меньше. И я решил проверить, а что же будет, если включить 10-кратное увеличение. И 10-кратное увеличение дает тот же самый результат. 21 Ultra дает лучшую картинку, чем на 22 Ultra. Ну и понятное дело, что Note здесь вообще своя отдельная история. Не сказать, что глобально лучше, но есть разница, да, согласитесь, это немножко странно, что 22 Ultra работает похуже, чем 21. Понятное дело, что будут прилетать апдейты, но вот сейчас ситуация именно такая.
Ну, мы с вами все бегали по берегу Финского залива. Это центр Санкт-Петербурга, памятник Николаю Первому. Ну, вы видите все сами, да? Детализация на 22-м ультра здесь гораздо лучше, чем на всех смартфонах. Вот посмотрите просто на асфальт. Он очень хорошо показывает, особенно вот там вдали у памятника, насколько деталей на 22-м больше, чем на 21-м. Засвечивают яркие фонари примерно одинаково все смартфоны. И, в принципе, картинка достаточно одинаковая. Я бы сказал, что только немножко синевой отдает небо на 21-м, а на 22-м более черное небо. Ну, собственно, оно и таким должно быть, ведь это у нас ночь. Ну и здание правительства. Если прямо очень сильно присмотреться, можно заметить, что засветов на 22-м чуть меньше, чем на 21-м. В целом, я что могу заметить? Прогресс в плане детализации заметен. Да, 22-й действительно делает более детализированную картинку, чем 21-й и чем Note. Единственный момент, да, трехкратное и 10-кратное увеличение немножко подвело, и здесь 21-й по-прежнему ультра получше. Меня смущает стабилизация. В какие-то моменты 22-й ультра 4К 60 кадров в секунду делает не очень стабильную картинку. С чем это связано, не знаю, потому что вот прямо сейчас мы идем по такому коридору, и в целом все в порядке. Динамический диапазон и все остальные дела, вы видите, все достаточно хорошо. Я, правда, делал сравнение уже с iPhone 13 Pro, и, честно говоря, по видео, по как раз захвату ярких светлых объектов, мне iPhone понравился в этом отношении больше. Ну, что вы скажете, друзья? Велика ли разница между Note 20 Ultra, 21 Ultra и 22 Ultra? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я предлагаю сейчас на этом моменте немножечко стопануть и переместиться в сторону фотосравнения, потому что фотосравнение это прямо вот очень интересно. Ну а теперь самая интересная часть нашего сравнения, это, конечно же, фотографии. Насколько компании Samsung удалось продвинуться по сравнению с Note 20, который был выпущен более чем 1,5 года назад, а подготовка к нему готовилась, соответственно, года за 2. Я, как всегда, сделал большое количество фотографий днем, ночью, телевички, трехкратное, 10-кратное, 5-кратное увеличение, портреты. В общем, друзья, по полной программе мы пройдемся, с селфи, естественно, тоже. Ну и начнем с вида из моего окна. Издалека все фотографии дают примерно одинаковую картинку, единственное, на 21-м чуть более голубой снег. Все хорошо отработали динамический диапазон, нет никаких засветов, здесь все в порядке. А что по деталям? По деталям можно сказать, что, ну, наверное, Note немножечко проигрывает, немножко. Но в целом я какой-то разницы глобальной не вижу, особенно между 20-м и 21-м. Как будто бы вообще одинаковые фотографии. Теперь делаем оптическое увеличение. 22 и 21 это трехкратное увеличение и 5-кратное увеличение на Note. Здесь все пока без изменений. Ну и дает ли Note больше деталей за счет того, что у него 5-кратное увеличение? Да, можно заметить, что 5-кратное увеличение работает лучше в плане приближения дальних объектов. Это хорошо заметно по плитке. Посмотрите, какая она точная. Все очень хорошо видно по сравнению с 21-22. А вот это уже 10-кратное увеличение. И здесь Note должен поплыть. Что, собственно, и происходит. Также по плитке видно, что он слабее. Но вот я не могу сказать, что 22 интереснее, чем 21. Посмотрите, я бы сказал, что детализация крайне близка. Вот здесь никто у нас не показывает кирпичей. Здесь на самом деле кирпичная кладка, кирпичная стена. Ну, в общем, очень близко. И 22, и 21, и я какой-то разницы прямо не вижу. Она могла бы здесь быть в клеточке, но все то же самое. Петербургская телебашня. Я вот на что сразу обращаю внимание, что на 21 вот это здание более светлое. То есть HDR отработан чуть получше. Не сказать, что это какая-то глобальная разница, но так или иначе мы же тут выискиваем разницу. Самое главное, наверное, смотрим детали. Они, опять же, очень-очень близки. И вот не сказать, да, что 22-й фотографирует гораздо лучше, чем 21. Я бы даже больше сказал, на ноуте деталей побольше. Посмотрите вот на эту часть дома, она чуть более детализированная, чем на 22. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Также можно посмотреть на верхнюю часть башни и тоже увидеть, что здесь 22, ну, менее детализирован, чем и 21, и чем Note. Интересно, правильно? Это широкоугольная камера, здесь солнце попадает в объектив. Видно, кстати, что на 22 оно засвечено, а вот на 21, посмотрите, отработано. Да, собственно, и на ноуте отработано, а на 22 нет. И вот эта нижняя часть тоже, посмотрите, вот здесь, видите, засвечена. А ни на 21, ни на ноуте этого засвета нет. То есть HDR на 22 пока еще требует доработки.
И вот здесь тоже кабина на 22-м, чуть более темная, чем на других смартфонах. Петроградский район, красивое здание. Здесь мы смотрим и засветы, и детализацию. Все примерно одинаково получается. Смотря на разные части здания, я прямо не могу кого-то именно выделить и сказать, что вот этот лучше, чем вот эти. Все примерно одинаково. Еще одна фотография. Здесь важно, что солнце вот-вот выйдет из-за дома. Также видно, что полностью все смартфоны ушли в сине-голубые тона. По идее, здесь же снег, и он должен быть белым, но нет. Все стало вот такого цвета. Я думаю, если бы взять сюда какой-нибудь другой смартфон, ну, не знаю, iPhone или еще что-нибудь там Xiaomi, то, может быть, цвет снега был бы более белый. Обращаем внимание на большую заваленность зданий на 21-м. Посмотрите, на ноуте здание ровненько, на 22-м здание ровненько, а на 21-м здание неровное. Оно, видите, заваливается в левую сторону. То есть во всех смартфонах стоит галочка, чтобы выпрямлять вот эти искривления, но на 21-м не все так просто. Ну и по деталям, опять же, если смотреть вот на эту табличку, то на 22-м явно ничего здесь не лучше, а может быть даже и похуже, чем у коллег. Еще одна фотография, она на всех смартфонах примерно одинаковая. Можно сказать, что вот здесь, например, HDR лучше отработан на 22-м и не засвечена вот эта часть, и при этом она засвечена на ноуте. Но пару фотографий назад у нас была ситуация наоборот. Солнце побольше засвечено на ноуте. Та же фотография на широкоугольную камеру, опять же на ноуте вот здесь есть засветы, видите, да? Пропадает. А 21 и 22 справились хорошо. Солнце также засвечено. Когда вы будете фотографировать закат, вы будете получать вообще практически идентичную картинку. Я сейчас особенной разницы никакой не вижу. И по цветопередаче, и по детализации. Очень похоже. И посмотрите, детали. Ну, может быть, на 22-м вот цвета этой башни, в том числе и желтые вкрапления, лучше пойманы, чем на ноуте. На ноуте, видите, все просто черно-белое. В остальном все одинаковое. А это уже широкоугольная камера, тоже все примерно одинаковое. Может быть, чуть более интенсивная картинка по цветам на 21-м, на 22-м, нежели на ноуте. То есть вот эта персиковая часть, она на ноуте слишком персиковая. Но по деталям, опять же, я не могу выделить 22-й и сказать, что он лучше. Да нет, посмотрите, вот все примерно одинаково. Примерно то же самое. Давайте посмотрим еще один закат. Здесь даже и луна попала в объектив, но луну я на самом деле фотографировал отдельно. Вообще выглядит все примерно одинаково. Может быть, чуть больше каких-то легких деталей на 21 и 22. Но что-то по детализации на 21 очень слабенько. Посмотрите, как сработали ноут, и 22 и 21 куда-то вылетел. Широкоугольная камера, опять же, по цветам все примерно одинаково. И цвет снега тоже примерно одинаковый, чуть более синий на ноуте. Так, здесь по деталям хорошо 22, 21 опять почему-то слабо. И ноут даже лучше, чем 21. Но это были дневные и вечерние фотографии. Вы видите, что разницу приходится прямо выискивать. Мало того, 22 совершенно глобально ничем не отличается от предыдущих смартфонов. Посмотрим работу телевичков. Увеличение в 3 раза и в 5 раз. Но по идее должно всегда получаться так, что пятикратное увеличение дает большую детализацию. По крайней мере в дневных съемках уж точно. Это хорошо заметно здесь. Вот посмотрите, здесь такие есть тонкие металлические части, и их практически не видно на 21 и 22. Интересно посмотреть разницу между 21 и 22, и я ее опять же особо не наблюдаю. Делаем 10-кратное увеличение. Вот тут уже у ноута все тяжело, но при этом 21, 22 отлично себя чувствуют. И, честно говоря, очень сложно заметить, что на 21 меньше деталей, чем на 22. Ну, я бы сказал, что вот тут как будто бы шумов на 22 побольше, поэтому он дает немножко больше окраса, а так одно и то же. Но то были фотографии против света, теперь по свету фотография, и на 22-м какая-то она получилась темная. Может быть, он таким образом затемнил яркое солнце, которое падает на телевизионную вышку. Опять же, не хватает деталей на ноуте. И опять же могу сказать, что 21 и 22 практически ничем не отличается. Чуть больше деталей на 22-м, вот опять же здесь видна вот эта сетка, а на 21-м ее не видно. В остальном все то же самое. Так, ну что, 10-кратное увеличение оптическое против гибридного на ноуте. На самом деле издалека картинки дают примерно одно и то же. Очевидно, что ноут будет здесь проигрывать. Мне интересна разница между 21 и 22. Я особой разницы не вижу, посмотрите.
Снег, примерно то же самое. Одежда, примерно то же самое. Лицо Александры, ну, может быть, чуть-чуть получше выглядит на 22-м немножко. Если смотреть на здание нашего замечательного Лахта-центра, небоскреба, то тоже примерно одинаково. Просто давайте тогда посмотрим на Лахта-центр. Это был закат, красивая картинка. Немножко по деталям проигрывает ноут. Но чем будет темнее, на самом деле, картинка, тем больше будет появляться вот этих артефактов. И какой-то разницы между 21 и 22, вот именно разницы, я особо не вижу. Я вижу какие-то погрешности, да, которые могут возникать при каждой фотографии. Ну, вот здесь как будто бы чуть больше деталей на 21, чем на 22. Но это в рамках погрешности скажу, что картинки получаются идентичные. Это, наверное, вот будет правильная характеристика. Идентичные картинки. Чем темнее будут становиться фотографии, тем сложнее телевичкам будет работать. Вот здесь уже видно, насколько темная получается фотография на ноуте по сравнению с 21 и 22. Ну а 21 и 22, опять же, особенно разницы никакой я не вижу. Ну вот тут да, вот здесь дерево получилось получше на 22. Да, на 21 у нас все размазано, а дерево лучше получилось на 22. Еще одна фотография. Здесь, кстати, фотки получились очень близкие друг к другу. То есть разница прямо в погрешности. Обратите внимание, как отрабатываются вот эти огоньки. А также можно посмотреть беду с детализацией на 21. А вот 22 по деталям здесь поинтереснее. 21 вообще тут как будто бы потерял фокус, не знаю, что произошло. И на ноуте деталей тоже побольше, чем на 21. Еще одна фотография. Хочу обратить ваше внимание, что цвет такой почти севшего солнца лучше получился на 22-м. Есть прям вот некий переход от фиолетового к синему. На остальных фотографиях все чуть попроще. По деталям, да, опять же, ну, как всегда, очень-очень близко. Ноут будет чуть-чуть проигрывать. 21 и 22 сражаются. Очень одинаковая фотография получается, но, наверное, чуть лучше на 22-м. Погружаемся в темноту и в красоты Санкт-Петербурга. Это Казанский собор. Будете в Питере, обязательно сделайте фотографию возле него. Ну, понятное дело, что ноуту здесь становится крайне тяжело. А вот 21 и 22 идут бок о бок. Купол примерно одинаково. Вот эти ангелы тоже примерно одинаково. Я бы даже сказал, что здесь лучше получилась фотография на 21, нежели на 22. И цвета не такие ядрено-оранжевые, как на 22-м. Вот тут деревья, кстати, есть. И деревья лучше получились на 21-м. Вот так. Еще одна фотография. Опять же 10-кратное увеличение. Опять же ноуту здесь очень тяжело бороться со своими старшими братьями. Или они младшие, я уж не знаю, кто они. Смотрим на изображение Иисуса Христа. И не сказать, что 21 лучше, чем 22. Есть какое-то легкое движение, которое в итоге портит фотографию. Эти фотки, кстати, сделаны в ночном режиме. Так, а это 3-кратное увеличение и 5-кратное увеличение. Поэтому на ноуте у нас много чего не влезло по сравнению с Самсунгами 21 и 22. Очень много, конечно, ореолов вот этих на 22-м. 21 тут получше справляется с этой задачей. Смотрим, как отработаны фонари. 21, наверное, лучше всех. Ноут и 22 примерно одинаково. Так, а что у нас по деталям? Опять вот 21 деталей лучше, чем на 22-м. Ноут слабенько здесь. Так, 10-кратное увеличение. Ноут здесь проигрывает, но опять же не сильно, да, то есть смотрите, разница очень невелика, если смотреть издалека вообще особенно не видишь. Вот так, если приглядываться, видно, да, что ангелы по-разному детализированы. Но так как на ноуте у нас гибридное увеличение, как раз интересно, что на 22 и 21 происходит. И здесь примерно одно и то же, даже может быть 21 чуть лучше. А вот здесь вот точно 21 лучше. Видите, на ноуте прямо очень тяжело, 21 получше, 22 похуже. Ну, это была работа телевичка. Вы все видели сами. Ноут вылетает в ночных сценах. А 21 и 22 идут очень рядом. Я бы сказал, что прогресса пока особенно никакого не видно между 21 и 22. Теперь мы с вами посмотрим на портретики. Основная камера, телевички, здесь будет все. Ну что, фотография выглядит примерно одинаково. Сзади, например, вот это сиреневое пятно тоже засвечено одинаково на всех. Цветопередача, ну все вот одинаковое. Вот тут вот есть разница.
На ноуте детализация падает. Так, 21 или 22? Ну, вообще, очень близко. Понятное дело, так и должно быть. Волосы чуть более разделенные на 21. Не могу сказать, что на самом деле на 21 больше деталей, но вот волосы вот так вот отработались. А вот эта фотография уже на телевичок. Трехкратное увеличение на 22 и 21. И двукратное увеличение. Ноут, кстати, делает кроп с основной камеры. Здесь мы видим, что деталей точно больше на 22. Вот видите, лоб, да, больше деталей на коже. Кроп с камеры, к сожалению, дает не очень хорошую картинку. Да, здесь точно 22. На презентации рассказывали, что 22-й умеет теперь хорошо отделять вот тонкие предметы, типа ножки от бокала, либо трубочки от коктейля. Ну, здесь все справились хорошо. Да нет, и нехорошо. Смотрите, вот как раз-таки ноут скосячил. 21-й тоже немножечко вот тут скосячил. 22-й, ну, практически идеально. Вот здесь тоже немножечко есть ошибка, но в целом видно, да? Работа проделана. Деньги освоены, работа проделана. Хорошо. Что по деталям? Ну, фотографии, опять же, выглядят очень одинаково. Ноут чуть слабее. 22-й, 21-й крайне близко. Наверное, можно сказать, что 22-й, наверное, чуть получше. Вот такая щека тут как будто более шершавая. И вот здесь волосы, посмотрите, внизу вот тут волосы. Они лучше видны на 22-м, нежели на 21-м. На 21-м здесь они пропали, волосы. А вот когда вы поедете на Бали и будете делать фотографию против солнца, чтобы вот закат получился, то у вас будет вот такая вот ситуация. Во-первых, разницы особой никакой нету. Здесь даже ноут как-то выглядит хорошо. Слишком синий снег на 22-м, снег побелее на 21-м. На ноуте тоже снег слишком синий. Вот смотрите, какой чудо фотографа сделал так, что у Саши из головы торчит лампа. Да, Филипп, руки-то у тебя, конечно, классные. Ну чего, по деталям все плохо. Ну, сложно фотографировать против солнца, но в любом случае деталей больше на 21-м вот здесь. Волосы точно получились лучше, чем на 22-м. На ноуте слабенько. И еще из головы торчит штука. Так, вечерний портретик. Чуть-чуть разная цветопередача. Слишком рыжий получается цвет на ноуте. Можно ли сказать, что 21-й здесь по деталям тоже выигрывает? Может быть, чуть-чуть, но как бы крайне малость. Мне вообще не очень понравилось, как на 21-м получилась фотография. Даже на ноуте как будто бы получше. По шубке обычно хорошо заметно, как раз где больше деталей. Но здесь на самом деле все так очень одинаково получилось. Та же самая фотография, сделанная на телевичок. Ну и на ноуте у нас кроп. Трехкратное увеличение на 21 и 22. Здесь не сказать, что 22 чем-то лучше, чем 21. Даже, наверное, похуже. Если смотреть по волосам, то точно волосы более раздельные. А на ноуте вообще, посмотрите, какие раздельные волосы. Ну, потому что это кроп с основной камеры. А основная камера, она более светосильная. Поэтому она больше может замечать деталей в темноте. Поэтому и детализации больше. Так, это мой сын Оскар. Знаете, меня что тут расстраивает? Что на 22-м, вот посмотрите у нас, белый фон. То есть у нас засвечен закат. Лучше всего закат вообще получился на ноуте. На 21-м он немножко засвечен, на 22-м много засвечен. Такого, конечно же, не должно быть. Это какой-то не прогресс, а регресс. Не знаю, почему так получилось. Но Samsung есть над чем поработать. То есть по деталям ноут будет послабее, чем 21 и 22. Но вот засвеченный фон, это не очень хорошо. Это не уровень Samsung. Вы, кстати, видели, сколько сейчас стоит S22 Ultra? Лучше даже не смотреть. Ну и, конечно же, вы с супругой пойдете в кафешку, будете ее фотографировать. Вот у нас так получается. Мне нравится цвет на 22-м. Ноут и 21-й одинаковые по цветам. Но не сказать, что на 22-м деталей больше, да? Вообще не сказать. Очень, кстати, близко фотографии получились на ноуте и на 21-м. И деталей, кстати, на 22-м меньше, судя по волосам, по крайней мере. Но вот издалека мне больше нравится 22-й. Та же самая фотография, сделанная на телевичок. Красиво все получилось. Мне еще, знаете, что нравится? Хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, как волосы обрабатывает Samsung. Очень аккуратно. Вот здесь прямо старается не превращать их в кашу, не резать. И вот по кругу прям очень-очень неплохо идет. Причем это и на ноуте, и на 21-м, и 22-м. Молодцы. Детализации немножко не хватает на ноуте. Вот это странно, да? Ночью детализации на ноуте было побольше, а сейчас
поменьше. Но 22-й ничем, кроме цветом, особенно не выделяется на фоне 21-го. Вот это важный момент. Да, прям на ноуте тяжеловато все смотрится. Еще одна фотография, опять же, скинтон. Мне больше нравится на 22-м. Немножко они поменяли настройки, и получается такой приятный цвет лица. Например, на 21-м он очень бледный. Но деталей-то, где деталей на 22-м, а? Был бы здесь пиксель, он бы вообще поднадрал бы задницу 22-му. Да, по деталям слабенько. Прогресса особенно никакого нет. Нам Samsung обещали очень чистую линзу поставить, и они наверняка ее поставили, но, видимо, нужно теперь научиться с ней работать. Пока прогресса особого нету. Вообще очень сложная фотография. Это 10-кратное увеличение. Опять же, на фоне Исаакиевского собора. Ноут вылетает. 21 и 22 борются, и 21 как будто бы чуть более детализированную картинку делает. Хотя с большими шумами. Они все плохие, да, по большому счету. Ну, вот что имеем. Ну, еще несколько портретиков. Это уже улица. Все, кстати, засветили небо. Вот тут небо-то было синее, а все засветили небо. Курточка более контрастная на 22-м. По деталям смотрите, какая интересная штука. 22-й замазал глаза. Ну, просто замазал. Они остались на 21-м на ноуте, а здесь почему-то он подумал, что их надо замазывать. Это забавно. Но по деталям очень и очень близко. И фотография на телевичок, опять же, 3-кратная против 2-кратного увеличения. Небо, опять же, засвечено у всех. По деталям тоже все близко. Опять 22-й Человеку-пауку замыливает глаза. Не знаю, с чем это связано. Может, если у вас есть какие-то мысли, друзья, напишите, пожалуйста. Но вообще деталей на 22-м не хватает. Посмотрите на шапку. Вот здесь видно, да, что съедены детали. На 21-м детали есть. На ноуте тоже не очень. Короче, 21-й вообще хорошо себя чувствует в этом году по сравнению с 22-м. Это были портретики. Ну, мне 22-й понравился по скинтону, а по деталям не очень понравился. 21-й вообще отлично себя показал в этом смысле. Я вам, кстати, обещал фотографии Луны. Вот фотография с Луной. Видно, деталей на ноуте не хватает. По-разному выглядит картинка на 22-м и 21-м. Из-за того, что у нас немножко в синеву ушло небо, такая более сказочная картинка получается на 22-м. Но по деталям все очень близко. Если ноут проигрывает у нас, то 22-й и 21-й очень близко. Ну, чуть-чуть поменьше деталей на 21-м. Еще одна фотография. Опять же, очень близко все. Хорошо, хоть небо не засвечено. Оно черное, такое, каким должно быть. Но по деталям вы видите, что все очень близко, и я не могу сказать, что кто-то справился лучше. Хотя вот здесь купол отработан на 22-м лучше, чем на 21-м и чем на ноуте. Но в остальных местах большой какой-то разницы нету. Вот здесь крест на 21-м не очень. И вот Луна. Очень сложная, безусловно, фотография. Потому что есть лишь небольшой кусочек месяца. Да, вроде как это называется кровавый месяц. Поправьте меня. Ну, здесь 22-й справился чуть получше, чем 21-й. Ну, у ноута совсем тяжело с этим. Еще одна ночная фотография. Опять же, примерно одинаково отработана. Немножко разное все по цветам. Смотрите, кстати, блики. Блики есть на 21-м. Есть блики на ноуте. Смотрите, на 22-м с бликами что-то произошло. Есть вот какое-то такое движение. Очевидно, что так как картинка-то сама ровненькая, то это не движение блика. Возможно, программно пытаются блики стереть. Возможно, стоит все-таки такая функция, чтобы ты убирал блики. Это правильно на самом деле, потому что не нужны нам эти блики ни на айфонах, ни на самсунгах. Здесь на 21-м немножко такая мутноватая фотография получилась. Ноут примерно туда же, и 22-й чуть получше по деталям. Да, и вот этот постамент, посмотрите, какой он красивый цветной получился на 22-м, на 21-м послабее. Ноут неплохо. Широкоугольная камера, ночной режим. Так, какие-то тут духи вылетают. Да, видите, такие летит наверх дух. Но вообще разницы какой-то особой нету. Да, ну вот смотрите. Исаакиевский собор выглядит практически одинаково на всех фотографиях. Может быть, чуть больше деталей на 22-м, но это прямо крайне немного. То есть везде решетки одинаковые, купол одинаковый. Ну, очень-очень близко. Прогресс особенно не наблюдается. Вот как бы основная претензия, я бы сказал. Ждем апдейты, хотя уже здесь на 22-й прилетал апдейт.
Ну и последняя фотография. Вы наверняка будете фотографироваться на фоне красивых мостов в Санкт-Петербурге. Это трехкратное и пятикратное увеличение. Но пятикратное увеличение на ноуте как-то плохо, а 21 и 22 примерно одинаково все. Интересная такая штука. На 21 здесь отражаются фонарики, а на 22 их как будто вообще нет. Куда дели? Сложно сказать. Ну и давайте сейчас немножко селфи посмотрим. Вот такая фотография. Засветы на ноуте, засветы на 21, на 22 этих засветов меньше, но и лицо темное какое-то, прямо темное. Так, на ноуте явно не хватает деталей. 21 красавчик, 22 что-то здесь плохо. Так, вот здесь HDR плохо отработал на ноуте, прямо слабенько. Так как это программная функция, можно было бы ее и допилить. Смотрим на детали. Ох, как все хорошо получилось по деталям на 22-м. Посмотрите, прямо красота. Все видно. Селфи отлично сработало. Еще одна фотография. Опять же, ноут, видите, да? Слабовато. Здесь 21 и 22 дают примерно одну и ту же картинку по деталям. Ну и последняя фотография на закате. Закат засвечен, на всех смартфонах засвечен. Детализация на 22-м самая классная, 21-й попроще и ноут еще попроще. Ну, друзья, что мы в итоге с вами имеем? Фронталка, очевидно, на ноуте самая слабенькая, и это по большому счету самое слабое звено в ноуте 20 по сравнению с конкурентами. 21, 22 особенно ничем не отличаются, по основной камере уж точно. Телевички, да, в ноуте все-таки один телевичок, пятикратное увеличение, с ним не всегда удобно работать. Когда у тебя есть трехкратное и десятикратное, как на 21-22, это, конечно же, гораздо удобнее. Но, опять же, какой-то глобальной разницы по деталям нет. Поэтому, в целом, если вы хотите найти себе именно какой-то крутой камерафон, и у вас есть возможность купить себе там ноут, то я думаю, что это хороший вариант. Ноут сам по себе просто немножко вопросный, там стоит процессор не самый удачный, Exynos, поэтому его надо обязательно брать на Snapdragon. Там аккумулятор не самый хороший, поэтому вот с этой стороны я бы задал вопросы к ноуту. В основном вы все видели сами. Вот такое вот подробное видео, друзья, и максимально честное. У меня не было задачи вам как-то рассказать, что «О, смотрите, как круто стал снимать 22-й». Этого не было, так что вот. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми я пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Берегите себя и своих близких. Пока.